Я сейчас с мамой разговаривала, начала кашлять. Говорю, я сейчас орала на велосипедиста. Я иду по дороге, есть тротуар и есть рядом велодорожка. А он едет прям по тротуару на меня с бессмысленным, абсолютно пустым выражением в глазах. Я говорю, на велодорожку. Что? Я говорю, на велодорожку, для вас специально велодорожку сделали. Они же жалуются постоянно, что велодорожек нет, поэтому мы ездим по тротуарам. А вы видели состояние этой велодорожки? Да, я состояние... Сейчас, извиняюсь, по мне муравьи ползут. Я говорю, да, я состояние этой велодорожки видела. Она покрыта трещинками, ну, выглядит гораздо лучше, чем многие из наших тротуаров. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот они жалуются, что нет инфраструктуры, нет велодорожек. Им сделали велодорожки. Они по ним не ездят, потому что, видите ли, они в плохом состоянии. Либо они узкие и не хотят они ждать, пока человек перед ними проедет, и поэтому все равно съезжают на тротуар. Эта проблема нерешаемая. А как у нас их сделали? Взяли вот эту тропинку, по которой я сейчас нахожусь в лесу возле парка. У нас была тропинка, по которой мы ходили всю жизнь. Всю жизнь мы ходили по этой тропинке, она с заднего входа, ну как с заднего, с бокового входа в парк. Всю жизнь мы там ходили, когда я была ребенком, мы там ходили. Ее взяли, просто закатали и сделали там велодорожку. А если ты хочешь с этой стороны зайти в парк, то тебе нужно в любом случае пересечь эту велодорожку. Если ты хочешь гулять по этой стороне, тоже тебе приходится гулять по велодорожке, хотя там всегда была пешеходная тропинка. И они еще пишут на этой велодорожке: люди, хватит ходить по велодорожке. Да, да. Ну, мы бы с удовольствием не ходили, если бы не закатывали наши тропинки. Или вот я сейчас шла по кромке парка, тоже там кромка рядом с лесом, ну, то есть свежий воздух, вот идешь, но это тоже велодорожка. То есть они взяли и вот эту ближайшую дорогу к лесу они взяли, закатали, сделали из нее велодорожку. Ты едешь и дышишь свежим воздухом, наслаждаешься природой, но почему-то вот это сделано для велосипедистов и самокатчиков, а мы тоже хотим. Мы, пешеходы, тоже хотим гулять, дышать свежим воздухом, а должны идти в центр парка и дышать вот этими выхлопными газами. Либо в лес, как я, с риском быть укушенной клещами. Они меня, кстати, погрызли тот раз, и я до сих пор не очень хорошо себя чувствую. Ну вот спасибо, все лучше владельцам средств индивидуальной мобильности. Хотя люди рождаются с ногами, не с самокатом. То есть мы ногами должны пользоваться по умолчанию. И мне бы хотелось, например, прогуляться по кромке парка рядом с лесом, подышать свежим воздухом спокойно. Но я не могу, потому что эту тропинку сделали велодорожкой. Спасибо. Поэтому я считаю, инфраструктура ничего не решает, потому что то этих велодорожек нет, а когда они есть, они не такие, они недостаточно хороши, они недостаточно широкие, всегда все недостаточно. Хотя у нас забрали даже те тропинки, которые были еще когда я была ребенком много лет. И все равно они недовольны, и все равно хотят пользоваться тротуарами. Хотя у нас вот, например, нет таких зон, на которых мы можем написать: люди, хватит кататься на самокатах. То есть они на велодорожке могут такое написать, а мы на тротуаре такое написать не можем. Получается, что пешеходы ущемлены сейчас в правах. И это при том, что, как я уже сказала, мы рождаемся с ногами, не с велосипедом и не с самокатом. Поэтому я считаю, что делать инфраструктуру в России — это просто вот еще один повод для конфликтов. Как ее у нас делают, я считаю, что лучше ее вообще не делать.